Виды диет для похудения. В своей безудержной погоне за стройной талией и идеальной фигурой многие представительницы прекрасного пола готовы на самые отчаянные шаги. Чтобы навсегда распрощаться с лишними килограммами, они используют диеты для похудения, разрекламированные глянцевыми изданиями или телевидением. Существует достаточно много разновидностей систем питания, каждая из которых имеет свои преимущества. Но есть также недостатки и противопоказания, о которых необходимо знать и помнить. Какие диеты для быстрого похудения наиболее популярны у представительниц прекрасного пола? Вот сегодня мы об этом и поговорим. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Дюкана. Диета Дюкана включает 4 фазы. Атака – разрешено употребление только клетчатки и белковой продукции. Чередование. Чередование подразумевает в себе включение в свой рацион овощей. Поддержание. Меню расширяется вплоть до редких проведений читмилов. Читмил – это плановое нарушение строгой диеты, запланированный отпуск от жесткого режима питания, который вы соблюдали все предыдущие 6 дней. И 4-я фаза – это стабилизация, постепенное возвращение к нормальному питанию. Продолжительность циклов определяется индивидуально и зависит от цели и начального веса. Разберем эти 4 фазы более подробно. Первый этап. Атака – короткий, но очень эффективный этап, на котором вам разрешено употреблять только белковые продукты. Длится этот этап, как правило, от 2 до 10 дней. Для этого этапа характерна резкая потеря веса. Второй этап. Чередование. Это этап основной потери веса. На нем вы достигаете своего желаемого веса. В список продуктов для потребления включаются уже не только белковые продукты, но и многие овощи. Третий этап. Закрепление. Это этап, на котором вы приучаете организм к новой системе питания, чтобы надолго закрепить полученный результат. Здесь меню расширяется. Длительность этого этапа определяется из расчета. 10 дней на каждый уже потерянный вами килограмм. И 4-й этап – стабилизация. Этап этот последний подразумевает под собой окончательную стабилизацию веса с помощью достаточно несложных мер, которые необходимо будет соблюдать в течение всей жизни для поддержания полученного результата. Минус 6 дней в неделю вы питаетесь абсолютно без ограничений. Преимущество этой диеты – достижение желаемого эффекта за достаточно короткий промежуток времени, а при условии завершения программы – удержание достигнутых результатов. Недостатки. Очень большой список противопоказаний по состоянию здоровья. Диета очень сложная с психологической точки зрения из-за значительных ограничений, часто приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Белковая. Как понятно из самого названия, белковая диета подразумевает употребление большого количества белка. Такие продукты способствуют быстрому утолению голода и на большое время аппетит уходит. Основу рациона составляет молочная продукция, яйца, мясо, рыба, а также овощи и фрукты, яблоки. Допустимо при этом небольшое употребление сложных углеводов, в частности каш, рисовый или гречневый. Важные нюансы. Полный отказ от алкоголя, 6-разовое питание, достаточно большое употребление жидкости. Мы рассмотрим эту диету по дням. Первый день. Завтрак – стакан кефира. Обед – 20 грамм сыра, 2 яйца вкрутую. Ужин – овощной салат. День номер 2. Завтрак – стакан кефира. Обед – 1 яблоко и 1 вареное яйцо. Ужин – 1 вареное вкрутую яйцо. Третий день. Завтрак – несладкий чай. Обед – 150 грамм творога. Ужин – салат. День 4. Завтрак – стакан кефира. Обед – 8 штук чернослива и 1 яйцо. Ужин – 1 вареное яйцо. Пятый день. Завтрак – несладкий чай. Обед – 100 грамм гарнира из свежей капусты или моркови. Ужин. Догадались? Правильно. 1 вареное яйцо. Шестой день. Завтрак. Снова стакан кефира. Обед. 2 апельсина или 2 яблока. Ужин. Стакан кефира или простокваши. День 7. Завтрак. Внимание! Стакан кефира. Обед. 30 грамм сыра и 1 яблоко. Ужин. 2 вареных вкрутую яйца. Теперь же поговорим про преимущества и недостатки этой диеты. Преимущества. Диета идеальна для спортсменов, поскольку очень хорошо помогает сжечь жир, сохранив при этом мышцы. Очень быстро избавляет от лишних килограммов. Рацион достаточно широкий и разнообразный.
Хотя последнее утверждение спорно, но что только не сделаешь ради красоты и грации. Теперь недостатки. Переизбыток белка может привести к проблемам с кишечником и другими органами желудочно-кишечного тракта, особенно при несоблюдении водного баланса. Кефирная. Кефирная диета – это одна из разновидностей монодиеты, во время которой разрешено употреблять лишь одноименный кисломолочный продукт. Зачастую используется 7-дневный курс, который позволяет сбросить до 7 кг, в зависимости, конечно, от начального веса. В течение этих 7 дней основу рациона составляет кефир, но разрешено добавлять немного овощей, фруктов, яблок и белка, отварного мяса или рыбы. Преимущества: быстрый сброс лишнего веса, стабилизация работы кишечника, устранение запоров. Диета на кефире имеет и существенные недостатки. Очень сложно переносится психологически, может вызвать неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, а сброшенные килограммы быстро возвращаются. Такой вариант подходит для быстрого избавления от пары лишних сантиметров перед важным мероприятием. Но из-за того, что килограммы возвращаются, эта диета сама по себе недолговечна. Диета на гречке. Это тоже один из видов монодиет. Гречневая диета подразумевает употребление на протяжении длительного времени каши из гречки без масла и соли. Допустимо дополнительно включать в рацион кефир. Преимущества: низкая себестоимость, быстрая потеря веса. Диета на гречке имеет более существенные недостатки, приводит к ухудшению самочувствия, слабости, головокружению. Эта монодиета вызывает дефицит витаминов и минералов, имеет большой список противопоказаний и нарушает психоэмоциональное состояние. Существуют и другие системы питания для похудения. Рисовая диета подразумевает употребление отваренного без соли риса и достаточно большого количества воды. Разрешено применять не более 3 дней, иначе существует большой риск возникновения запора. Пользуется также большой популярностью и помогает эффективно сбросить вес овощная диета. Суть этой диеты в том, что употребление свежих или отварных овощей не менее 1,5 кг в сутки. Одна из ее разновидностей – огуречная диета. Такой вариант подходит для тех, кто нуждается в оказании мочегонного эффекта и страдает от отеков. Диета Малышевой – вариант низкокалорийной диеты, который включает ограничение углеводов, подсчет калорий, тщательное пережевывание пищи. Для достижения желаемого результата обязательно надо заниматься спортом и устраивать разгрузочные дни. Диета Потасова. Суть этой диеты – полное исключение из рациона быстрых углеводов и сведение к минимуму сложных. Основу рациона составляют кисломолочные продукты, овощи, одно куриное яйцо в день и чай, конечно же, не сладкий. Какой диете или системе питания вы отдаете предпочтение? Делитесь своими размышлениями и опытом в комментариях. Спасибо большое за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Благодаря тебе наш канал и развивается. Заходи почаще, смотри новые обзоры, оставляй комментарии и делись этой полезной информацией с друзьями и близкими. Ну а мы на этом не прощаемся. До скорых встреч!